Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи Михаил Павлив. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь, пишите комментарии, конечно же, участвуйте в обсуждении того, о чем будем говорить сейчас с Михаилом. Я считаю, что мы на пороге грандиозного шухера, и этот шухер уже случился. А сейчас у всех такие авторшоки. Смотрите, начать наш разговор хочу с неожиданного. Ну, лично для меня это неожиданность. Буданов выходит и говорит: я переговорщик, а на меня Россия покушается. Представляете? И это на фоне того, что Ермак в камере, на фоне невнятного, маловнятного, давайте так, визита Трампа в Пекин. Скажите, пожалуйста, как вам видится молчание Буданова, которое нарушилось вот таким интервью, где он говорит, что меня Россия хочет убить? Каким пазлом вклинивается и ложится в какую картину, которую мы пытаемся рассмотреть за последние дни? Ой, да слушайте, мне кажется, это очень простая история. Совершенно очевидно, что Буданов, он, наверное, из, заметных, да, значимых персон украинского политического поля, наверное, единственный, кто, не таясь по большому счету, пытается развивать свой именно президентский, электоральный, что называется, рейтинг и образ, что самое главное. И вот такая вот история, она ведь абсолютно логично должна в представлении его политтехнологов дополнять его образ. Что там, как там на самом деле, дело десятое. А вот то, что он там незламный борець за суверенитет, это 100% это в эту сторону Дуда дудит. Что он настолько некомфортный переговорщик, но переговорщик при этом, что настолько он отстаивает именно проукраинскую позицию, что вот его даже чуть ли не ликвидировать хотят. Ну, слушайте, обычная ерунда пиарная, ничего более. Но с другой стороны, повторюсь, это показательная история, потому что сейчас многие, если не все, почувствовали запах крови по части политических перспектив в отношении Зеленского и его ближайшего круга. Да? Восприняли очень серьезно то, что произошло вокруг Ермака, и происходит то, что происходило вокруг и происходит у Мерова. Только по определенным обстоятельствам Умеров не получил в один день с Ермаком подозрения, а должен был получить. Вот. Соответственно, вот все зашевелились, и повторюсь, ждем еще, наверное, чтобы Валера Залужный как-то отмаяковал по этому поводу, да, но Буданов так точно я не удивлен, потому что он, мне кажется, аж подпрыгивает, так ему хочется реализовать собственные устремления и чаяния, ожидания электоральные, так что вообще не удивлен, вот совершенно. Михаил, по поводу Ермака, действительно, это такой переворот доски определенный, и мы четко видим, что происходит. Вот по состоянию на момент нашего разговора, вот прямо сейчас, внесли всю сумму за Ермака, представляете? Да, я и не сомневался ни секунды, честно говоря. То, что там вчера технически не успели, ничего удивительного. Сегодня внесли, а кто целого Али-Бабу оставит в СИЗО на выходные? Если бы сегодня не внесли, наверное, уже это была понедельничная история. Конечно же, не могли допустить такого, довести до такого позора. Поэтому я не удивлен. Слушайте, для них эти 140 миллионов, для этих ребят, клептоманов, для них это карманные расходы. Трешка баксов там с небольшим, 3 миллиона, да это гроши, копейки. Вот. Поэтому тут только одна была техническая проблема, где найти белые объемы таких денег, чтобы легально их можно было внести на счет, САПовский счет или там, я не помню, залога. Ну и все. Нашли, сделали. Вот просто потратили 2 суток. Я думаю, что они начали, как только начался суд по ограничительной мере, сразу как бы начали заниматься, а может быть до того начали заниматься проводками, чтобы собрать суммы. Вот и все. О чем говорит тогда нам вот это... они же попытались сделать шоу на том, что вот Ребров дал 30 миллионов, там еще какие-то бизнесмены какие-то деньги написали у себя. Но Ермак-то все-таки переночевал в СИЗО. Это уже окончательно изменит украинскую политику? То, что Ермак переночевал в СИЗО, не изменит украинскую политику. Кто только в украинской политике не ночевал в СИЗО. Некоторые после этого еще премьер-министрами становились. Вот. Поэтому скорее нужно говорить о том, что сама логика происходящего изменится.
это не начало конца Зеленского и его окружения. Это начало, ну, извините за тавтологию, началось гораздо раньше. Да? Наверное, с появления в публичной плоскости дела Мидаса, да, как такового. Но сейчас это, конечно же, финальное крушение самого Ермака. А является ли это прологом крушения Зеленского? Да нет. В моменте здесь и сейчас нет, конечно. Никто не будет его не свергать, никто не будет его там, поднимать вопрос о замене его. Наоборот, его будут делать максимально слабым, максимально токсичным, максимально уязвимым. И для этого вот такие истории про Умерова, Шефира, Ермака, Миндича, ну прям просто мед, что называется, чтобы превратить Зеленского в окончательно сбитого летчика, хромую утку, но при этом оставляя его на своем посту. Еще и подписывая меморандум, как они предполагают, качки КОС, и заставляя Украину, ну, будем говорить так, финансовым, конкретно и Зеленского финансовым шантажом выполнить нормы этого меморандума, который фактически превращает его, я не люблю этот термин, британскую королеву, чтобы монаршая британская семья, это на самом деле очень серьезная влиятельная структура, это много шире, чем просто монаршая семья. Но в попсовом измерении, да, это британская королева, которая, грубо говоря, ни на что не влияет. Вот Зеленского превращает ровно в такую штуку. А цель очень простая. Он и его окружение в финале должны будут ответить за все. Физически, юридически, политически. Вот ответить за все. Они еще должны будут и подписать. Он еще должен будет подписать итоговое соглашение с Россией и взять на себя политическую за это ответственность. Вот такая задумка и у тех, кто за ним стоит, и у этого кружка его друзей, для него в кавычках, который на самом деле антизеленская коалиция, здесь очень понятно и просто. И вот это крушение Ермака сейчас, вне всякого сомнения, но еще не крушение Зеленского, даже не пролог к крушению Зеленского. Но это, скажем так, это вход в расстрельный коридор для него. Вот я бы сказал так. Тогда какой план в контексте завершения войны? Лавров, в общем, очередной выдал интересный, скажем так, материал для того, чтобы задуматься, подумать, потому что он говорит, американцы первые предложили, потом то, что они предложили, легло в этот дух Да. Анкориджа. И вот в этом всем, да, то есть получается, Лавров что делает? Там, конечно, украинские паблики и украинские средства массовой информации вытащили вот эту историю, где он там журналистам в Индии там, 2 раза перебил, а тут говорит, отдадите телефон, а то там охрана достанет оружие, короче, такой скандальчик небольшой, мини. И на этом, ну, выйди отсюда, разбойник, понимаете, вот эта вся история. Да. То есть на этом делают основу, вот посмотрите, какой там идиот Лавров и так далее. Но кажется, что вот эта вся, скажем так, предыстория духа Анкориджа, рассказана Лавровым, рассказана не просто так. Да, конечно, слушайте, я больше скажу, он ведь там четко сказал, что это даже не дух, это договоренность, он прям вот так и сказал. А я бы обратил внимание на еще, как мне кажется, более симптоматичную вещь, это фраза не то чтобы оброненная Песковым, а явно сформулированная с подтекстом о том, что Украина должна выйти из Донбасса и освободить Донбасс и территории Российской Федерации. По-моему, так эта фраза звучала. После того, как, наверное, с полгода происходило жонглирование, сначала такое подспудное в медиа, а потом уже напрямую вокруг именно вывода с Донбасса, возвращение в риторику еще территорий Российской Федерации, но это очень симптоматично. В сочетании с тем, что Лавров говорит о том, что это была договоренность со Штатами, это тоже более чем симптоматичная история. То есть, как по мне, я далек от мнения того, которое декларируют вот многие наши коллеги о том, что это Трамп все-таки догоняет сейчас Зеленского и Ермака. Нет, это не так совершенно точно. У Трампа вон там Си Цзиньпин, у него там Иран, Армузский пролив, утонувший под андийским флагом танкер. Вот это его сейчас беспокоит. И Куба, вокруг которой в 3 раза больше стали летать разведывательные самолеты американские. Не Украина, хотя и она, конечно, где-то маячит. Это вся история, конечно, про глобалистов Демпартии, европейских глобалистов, про Лондон и про друзей глобалистов на Украине и антизеленскую коалицию. Это вот эти конкретные люди стоят за всем происходящим здесь и сейчас. Соответственно, я бы не торопился с вопросом как таковым. Вот
как сказать, экстраполяции происходящего на мирный переговорный процесс. Нет, не будет сейчас прямых последствий, но заявления официальных российских лиц, они, конечно же, в некотором смысле корреспондируют с происходящим, так или иначе. Но это не часть общей концепции, общей стратегии. Просто совершенно очевидно, что семья Зеленского, как начали в последнее время в экспертных и медийных кругах украинских называть вот эту шайку-лейку клептоманов с Банковой, она, конечно же, сейчас под ударом. И она, конечно же, слабеет и будет слабеть. Вне всякого сомнения. И Зеленский будет слабеть. И поле для маневров, и поле для решений у него, конечно же, сокращается. Сокращается катастрофическим для него образом. Но я думаю, что он уже, как животное, на которого надели шоры, уже, в принципе, не способен. Он и сам их на себя надел, не способен выйти из этой колеи, что ли. Да? Ну, а я повторю, что по мне так это расстрельный коридор, совершенно точно. В прямом или переносном смысле делать десятое. Вот. Может, и в прямом? Ну, я давно говорю, что после того, что он натворил, и как много он на себя, что называется, взял, он в целом, я считаю, что не жилец. Не грозит и не светит ему пенсия. И там шарфики тугие, и ванны, и пол скользкий, да. Это если говорить о его, ну давайте прямо говорить, все-таки кураторах, наверное, например, британских. Зачем он им нужен на пенсии, раздающий интервью и читающий лекции в Европе где-то? Да не нужен. Американцам он нужен? Да не нужен. А что, мало людей на Украине, которые скрипят зубами в его адрес? До каждого возьми олигарха, они его ненавидят и готовы поедом сесть. Но будут использовать, конечно же. А он будет слабеть. Вне всякого сомнения так и будет. Поэтому ломаного гроша за его жизнь бы не дал. Единственный способ, мне кажется, для него выжить, это сесть в тюрьму. И то не факт. Ну или такой какой-то совершенно сумасшедший сценарий, поехать в Москву. Вот да, я хотел спросить у вас, кстати, по поводу этой опции. Ведь так не доедет никак, не доедет просто, вот в чем дело. Понимаете? Вот и захотеть Почему? Может, но по дороге чего угодно с ним может произойти. С транспортом, с охраной, чего угодно может произойти. Опять же, пол скользкий. Кортеж выйдет куда-нибудь не туда. Так что не доедет, даже если захочет, мне кажется. Все это происходит на фоне жутких обстрелов. Я, если честно, должен у вас спросить, как у политтехнолога, мне прям очень интересно ваше мнение, насчет того, что, в принципе, из себя представляет вот эта политика, которую сейчас ведут на Банковой именно с точки зрения внутрянки, именно с точки зрения советов, политических каких-то действий и актов. Зеленский приходит на место разрушенного дома после прилета ракеты. Причем возлагает цветы. Лицо надо видеть. Надо видеть это лицо. Это прям вся боль еврейского народа. Было такое выражение, знаете, мы им часто пользовались, ну, в те времена, когда это еще не было каким-то чем-то страшным на лице. И, в общем, но это ведь, вот ты смотришь, а параллельно в этот же момент люди получают информацию о Веронике Феншуй, о могильном песке под династией, о вот этой чертовщине и сатанизме. Скажите, пожалуйста, такое ощущение складывается, что в команде пиарщиков офиса президента вот прям правда паника или нет? Знаете, как человек, работавший на самых верхах украинской политики, ну, я думаю, что вряд ли украинская политика в этом смысле сильно отличается от любой другой политики. Его свита работает под него. Люди не хотят не лезть ни в конфликт, не модерировать его, тем более, вот даже тоже интервью Мендель, я не думаю, что она там сильно соврала, что она же не единственная и не первая, кто об этом говорит, что он совершенно неуправляемый, совершенно не готовый, не способный выслушать чужое мнение. Так люди просто, что называется, подмахивают ему в этих историях. Вот ему пришла в голову гениальная мысль поехать цветочки положить, мордой поторговать. Они это делают, отрабатывают, сгоняют медиа туда. Красивые кадры, драматическое лицо, он актер, он способен, что называется. Вот. А чтобы всерьез там подумать, остановиться на секундочку, что это путь в никуда, и страну он ведет по пути в никуда просто, да, к гибели откровенной, а при этом сам-то не рассчитывая, не собираясь погибать, да,
Вот на это никто и не решится, конечно. Никто не решится на это. А если он со стороны где-то от кого-то это и слышит, то ему кажется, что это все поклеп, что это все наговоры. И силен он как никогда. Хотя я уверен, что реакции у него абсолютно реактивные. Живет он здесь и сейчас, в моменте, реагирует здесь и сейчас. И в целом вот то перемирие на День Победы, которое мы обсуждали в прошлом эфире, да, нашем, оно ведь показательно. Там ведь реакция как раз его, очевидно, что его эти решения, придумки, капитанский конкурс, это все реактивное, по моменте, что называется, на коленке. И вот все так и продолжается. Он бесконечно верит в свою звезду и изобретательность. Бесконечно. При этом, ну, опять же, ну, слушайте, это опять же не только Мендель знает и рассказывает, что он довольно часто пребывает в измененном состоянии. Ну, совершенно понятная история. И люди в его окружении пребывают в измененном состоянии. И люди эти глубоко извращенные вот этими всеми, это всей чертовщиной. А еще и все эти слухи о нетрадиционных делах. Это люди глубоко сгнившие. И живут они так же, гнило, понимаете? Прогнившее все насквозь. И, конечно же, для них нет ничего, никаких ни этических, ни моральных ограничителей. Они выживают. Прям по-животному выживают. Вот это и есть банковская стратегия. Ну, давайте так, вот семьи этой Зеленского. Используем еще раз этот термин, который применяют наши коллеги. Это их сейчас стратегия. Они в кольце огней и выживают. И считают, что в своем праве действуют так, как считают нужным. Вот и все. М, Если мы попробуем проанализировать вот эту историю с посадкой Ермака в ракурсе будущих выборов. Крест, Зеленский никуда не идет, как от Да, Золотарев, есть политтехнолог в Украине, тоже гость Андрей? моих эфиров, да, очень, очень как бы метко сказал, что Зеленский хотел, думал о втором сроке, но как бы не прилетел первый, имея в виду конкретную посадку. Еще раз говорю, Все это это, счастливый исход для него. Это счастливый... Вот эти все сейчас, они не преминут дождаться момента, и для него, повторюсь, счастливый исход, если он сядет. Это хорошо для него. Там хоть будет шанс уберечься. Хотя я ему добра не желаю после всего того, что он сотворил. Уж извините за мою откровенность. И всех тех, кто ему все эти годы подмахивал, да, и помогал во всех этих черных делах, которыми они занимались и занимаются. Но Андрей прав. Андрей в этом смысле прав. По-моему, у Антиповича была статья с недели назад или 2 недели назад доводилось мне. Вот могу ошибаться, но у кого-то из наших, из украинских зубров социологического цеха, да, по-моему, Антипович это был. И там звучал тезис следующий, что соглашаются на интервью face-to-face 10% человек отвечать на вопросы. Есть такое понятие в социологии, в социологической науке, как достижимость результата. В мирное время 50% отказников считалось уже катастрофой. Сейчас 10%. Насколько можно, соответственно, доверять даже тенденциям, которые можно уловить в социологии, я не знаю. Я думаю, что подлинная поддержка и оценка, и антирейтинг Зеленского, они сильно отличаются. Прям сильно отличаются от того, что показывает и открытая, и закрытая социология. Не вскрывают, они просто не способны вскрыть реальные настроения. Люди просто молчат и не хотят отвечать. А если даже и начинают отвечать, что-то не договаривают. Поэтому я думаю, что он давно уже приговорен к невозможности переизбрания. Но живет в иллюзии, потому что им, если не изменять, уж ежемесячно 3 конторы делают исследования. А может быть, там мне говорят, что еще периодически и проверочные, другие сторонние конторы делают. Я думаю, что он видит картину, что он все еще в верхах, все еще как бы один из лидеров, если не лидер рейтингов. Ему, может, подкрашивать, там, подрисовывают как-то все это. Он-то может до сих пор продолжать верить. Я уверен, что будущего у него никакого. Антирейтинг у него будет хуже, чем антирейтинг у Порошенко в момент его завершения президентской каденции. Собственно, он его, по большому счету, инерционно Порошенко его и сохраняет, насколько я понимаю, в целом. Вот. Так же, как, например, там, Тимошенко, Яценюк, это вот носители вечного антирейтинга, которые не заслужили всеми своими делами, которые навертели. Я думаю, с ним та же история, только хуже. Он неизбираемый, я уверен в этом абсолютно точно.
Ну, вы Потому так о что те, людях. кто против него, молчат. Вы так о людях, так давайте срез этих людей и отношения вообще к украинской власти, он же налицо сейчас. Вот этот человек, который, собственно, взял и бросил яйцом в Ермака. Почему? Да потому что он нехороший человек. Сегодня история разворачивается во Львове, идет себе мэр города Львов по площади Рынок, подбегает мужик, обливает ее какой-то жидкостью, и все же додумывают себе, а может там кислота или что. Не, грязная вода. А может, вода с трупа. Это тоже сейчас модно в украинской политике. Ну, Мак прислал. Может, так долго да, воевал по Ермак дороге. прислал, да. Вероника фэншуй отправила специалиста. Понимаете? И это показатель того, что думают люди о власти, безусловно. Но является ли это симптомом выздоровления, Михаил? Нет. Это является категорическим симптомом перегрева, фрустрации, сентимента, вот этих всех чудовищных чувств. Ну и давайте так. Когда говорят, что люди устали, это не такая усталость, что вот я двинуться не могу, да, устали от войны. Нет, люди именно перегреты, психика нестабильна. Вот недавно была, да, публикация о том, что там какие-то сумасшедшие цифры обращений за психиатрической помощью, психологической, да, вот буквально на днях была. Мы не раз, кстати, в эфирах обсуждали о том, что и до событий 22 года, да, начавшихся в 22 году, на Украине огромное количество людей состояло на амбулаторном наблюдении. Но сейчас-то я уверен, что это просто шарики и за ролики заезжают, просто массово. И количество участившихся самых разных эксцессов с применением, опять же, оружия, тому подтверждение. Люди живут в массовом посттравме. Собственно, они не после травмы, они еще в травме, что называется. Поэтому выздоровление ли это? Нет, это иступленная ненависть против тех, кто должны бы принимать решения, но не принимают эти решения. Не завершают то, что происходит. Вот и все. Выздоровление? Да не уверен. Неизвестно, что за каша у этих людей в головах. И что они там дальше себе навыбирают. Это другой вопрос. Просто это иступленная ненависть к этим. Вот и вся история. Может ли это быть ненависть на экспорт? Сегодня служба внешней разведки Российской Федерации говорит, что телеграм-каналы скупают, причем под видом патриотического контента, там хозяевам предлагают какие-то деньги, какие-то и публичные люди в этом замешаны. В этом план. Да нет, но я бы разделял скажем так, тот черный омут, в котором живет обыватель на территориях, контролируемых Киевом, и мало корреспондирующая жизнь элит или, например, разведсообщества, глубоко встроенная в европейский и международный контур. Да? Они живут своей жизнью, ведут свою работу, они на войне с Россией и не собираются эту войну останавливать. А вот то, что происходит вот там, среди гречкосеев, их вообще мало интересует. Нет, ну, то есть эти люди, конечно, потенциальный инструмент и орудия в руках при умелом обращении, а там специалисты, дай боже, какие, да, еще, что называется, викторианских времен специалисты, если не раньше, да. Но это не они индуцируют и продуцируют. Нет, там вполне себе конкретный конгломерат ведет войну против России. И Украина только орудие в этой войне. Очень интересно выглядел контекст встречи Трампа и Си Цзиньпина. Конечно. Михаил, вообще получается про Украину 0 по модулю? Наконец-то ни слова про Украину без Украины, понимаете? Да ну, блин, куда там до Украины сейчас? Точно не до Украины. У них інше болить, понимаете? У них другие беды и горести. Или радости, как у Си Цзиньпина. Абсолютно провальный визит американской делегации. Ну, там еще не завершился, но ничего там, мне кажется, кроме вот этой истории с закупкой Боингов, она, мне кажется, и так переключилась бы, даже не поедет Трамп, да. Им и продать-то нечего своему избирателю. Но они вынуждены были, американцы, ехать. Они вынуждены были ехать, потому что даже до последнего реднека в штате Небраска или в штате Колорадо дошло в марте, что они не поехали на встречу с Си Цзиньпином, потому что ударили в штангу в Иране. А все глобалистские медиа, все медиа ориентированные на Демпартию, очень подробно эту историю всем разжевали.
Как сейчас ведет себя Демпартия? Лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер рассказывает, что Трамп просто опростоволосился и опозорился. На самом деле, в некотором смысле, да, с тайваньским вопросом. То есть он ничего не ответил Си Цзиньпину на достаточно жесткие категорические заявления. Только потом Рубио там немножко что-то проформулировал, что позиция остается неизменной. Ну, конечно же, как побитая собака Трамп выглядел там, хоть он рядится в совершенно другие одежды победителя, но поехал он только потому, что уже не ехать было нельзя. Слушайте, когда такие огромные, серьезные визиты готовятся, не получается так, чтобы лидеры двух, ну, будем говорить прямо, супердержав говорили всего лишь 2 часа. Путин с Уиткофом в Кремле говорил больше 5 часов. А тут эти вот джентльмены встретились, так то Уитков, тут посланник, а тут вот они сами встретились и 2 часа поговорили. Нет, они еще сегодня о чем-то там общаться будут, конечно же. И Шоблу он притащил не случайно, этих бизнесменов. То есть, конечно, это обычная практика, но они выведены едва ли не на передний план, потому что ему самому не о чем говорить с Си Цзиньпином. Он все потерял, он все проиграл. И единственное, чем они торговали перед этим визитом, ну вы же помните, Венесуэла как 51-й штат Соединенных Штатов и Рубио одетый в костюм спортивно известного бренда, такой же, как был на Мадуро во время его похищения. Вот и вся история. Ну, подождите, Трамп говорит опять, понимаете, опять 25. Говорит, Иран или выполнит условия, или будет уничтожен. Аракчи говорит, нет веры американцам вообще никакой. То есть мы видим ситуацию полного тупика. Полного. Да. Американцы должны были использовать возможные проблемы у Ирана и вокруг иранской истории как козырь, а не использовали ничего. Поели медуз, каких-то огурцов и, собственно, вернулись назад. Не надо завидовать. Я, например, хотел бы медузы попробовать. Вон детишки как аплодировали, встречали Дональда Фредовича. Еще раз говорю, визит сугубо для внутреннего потребителя. Вот сугубо для внутреннего потребителя. Сильных карт на руках у Трампа вроде как и не было. Кроме блокады Ормузского пролива, такой какой-то странной, взаимной, какой-то борьба нанайских мальчиков просто. Ему-то и предъявить Китаю нечего было, потому что, ну, конечно же, беспокоит Китай вопрос поставок энергоносителей. Но там не безнадежная история. Китай как пылесосом последние 7-8 месяцев до начала этой иранской кампании, Израиля, Соединенных Штатов, пылесосил нефть по всему миру. И запасы прочности у него есть. А вот у остального мира, ну, кроме стран-экспортеров, наверное, к июню заканчиваются все резервы. Все, что было налито в танкеры, все, что было в хранилищах, все заканчивается. И об этом говорят международные эксперты и вообще специалисты рынка. И вот кризис, он только начнется летом, а к осени достигнет максимума своего пика. И даже если вдруг по какому-то чудесному стечению обстоятельств все это сейчас завершится, и Ормузский пролив будет распечатан, кризиса уже не миновать. Потому что даже если начнутся отгрузки, а они прям в секунду не начнутся, там еще куча разрушенной инфраструктуры. Вот те страны, которые все резервы израсходовали, кстати, США тоже свои резервы продают сейчас активно, правда на внутреннем рынке, стабилизируя цены, хотя ничего особо у них не получается, растут цены, особенно в Калифорнии. Но и вот, соответственно, они начнут все эти страны пополнять свои резервы, и ажиотаж будет, ну вот такой, как сейчас, и цена будет вот такая, как сейчас, а может и повыше. И в лучшем случае, если все сейчас завершится, можно сказать, что просто не будет ахового дефицита на рынке. Но кризис все равно будет. А оно не завершится, дело в том, что. Поэтому к концу лета, к сентябрю готовимся к мировому экономическому кризису. И в этом смысле, конечно же, Китай заявляет так, как и Трамп, что да, должно быть свободное судоходство, да, не должно быть ограничений, да, свобода торговли, и вот это вот все. Ну, как бы это за все хорошее против всего плохого. С чем поехал Трамп? Да ни с чем не поехал. Боинги продолжают. Ну, с чем вернулся? Говорит, в Китае есть замечательный бальный зал. Теперь в США тоже такой будет. Это важно. Символические вещи, они важные, понимаете? Дональду Фредовичу надо уже о вечном думать, по большому счету. В историю он в любом случае или вошел, или вляпался, тут кому как нравится, с эстетической точки зрения, но его точно запомнят. И так мы же ждем от него разрешения какого-то конфликта. Ну, там, по Украине, по Ирану мы только что конфликтов завершил. Что вы не слушаете Дональда Фредовича, я не понял. 8 войн завершил человек, а вы к нему пристаете.
Как тогда принудят украинскую сторону к духу Анкориджа? Трамп не будет этим заниматься, я думаю. Я почти убежден уже. Он не будет просто в эту историю лезть. Пока есть неразрешенная история с Ираном, никто вообще не поймет, что он снова там полез заниматься Украиной. И он не будет этим заниматься. И обыватели его, и электорат, и колеблющиеся не поймут. Есть у них проблема вот такая вот. Не знаю, что они там по Кубе себе придумают, вот честно. Я надеюсь, думаю, что они надеются шантажом уговорить Кубу на какую-то сделку. И продать ее перед выборами в Конгресс. Но в целом, мне кажется, что они уже давно махнули рукой, понимают, что они их проиграют. Потом будут все валить на демократов, которые будут контролировать обе палаты, а сами продолжать зарабатывать деньги на этом самом кризисе. Вот и все. Как ситуация в Украине будет разворачиваться в дальнейшем? На фоне кровавых обстрелов, и я так понимаю, что Россия будет наступать. Можно я коротко отвечу? Будет плохо, а потом совсем плохо. Вот честно говоря, даже разворачивать не нужно, потому что мы способны ответить сами. Мы сейчас, подождите, мы сейчас с вами как, по-моему, о чем говорят мужчине, да, вот был такой эпизод. А хорошо уже было. А никто не обещал, что будет хорошо, в принципе. Оно не должно быть хорошо на самом деле. Нет, я больше люблю в этой ситуации наш цеховой анекдот, когда встречаются два политических эксперта телевизионных и спрашивают: ты понимаешь, что происходит? А он ему говорит: тебе объяснить нет, объяснить я и сам могу, что происходит. Вот. Я в этой же логике отвечаю, что будет плохо, друзья, будет плохо. Вроде до зимы много еще времени, но в целом ситуация не будет исправлена, особенно в Киеве. И вообще с энергетикой, с теплогенерацией. На фронте будет все ухудшаться. Ситуация с коррупцией будет ухудшаться, потому что начнут грабить как в последний день, что называется, а после нас как потом, да, как они мыслят сейчас абсолютно точно. Никакие реформы мобилизационных процессов не увенчаются гуманизацией, будет только хуже. Больше того, они практически все брони поснимают, перезапустят маховик полностью, переаттестации всех инвалидов и вообще всего вот этого вот. С одной лишь целью загнать еще людей на фронт. Станет хуже во всех смыслах. Инфляция ухудшится, курс просядет, экономика будет продолжать стагнировать. Индекс предпринимательской активности будет снижаться. Цены будут расти на все, неизбежно. Мировой экономический кризис, ну пусть хорошо, в энергетической сфере хотя бы. Хотя и продовольствие уже назревает, да. Но сильно сомневаюсь, что получится в нынешних условиях и контексте ситуации с логистикой, инфраструктурой, да, Украине этим воспользоваться. Да и, насколько я понимаю, уже гарантированно в этом году объемы посевных площадей будут сокращены и сильно по сравнению с предыдущим годом. Все потому же цена дизеля и тому подобные вещи. Нет ни одной сферы жизни, с которой будет хоть какое-то улучшение. Нет, вот есть у отдельных персонажей денежек прибавится. Это прям совсем отдельная небольшая когорта. Асабия такая, если социологическим, опять же, термином пользоваться. Тогда получается тяжелая история. Единственное место, где можно будет заработать и жить, выжить, это война. Ну, все, что связано с кровавым бизнесом, да. Это так и есть. Но только допущено к этому будет. Кто-то будет иметь допуск в виде билета на смерть, а кто-то будет иметь допуск в виде билета на закупку и контракт государственный по закупке дронов или бронежилетов, или боеприпасов, или мин для минометов. Сколько там уже таких историй было, которые вот самая вершинка айсберга на самом деле. Так что вот так, да. Кто-то на трансфертах в энергетике будет зарабатывать за огромный откат, поставляя электроэнергию последним выживающим промышленным объектам. Ну, естественно, весь этот молох чудовищный, связанный с избеганием получения билета на смерть, он будет, конечно, высасывать последние соки из людей. Это 100%. Это будет последний бизнес, который будет работать перед финалом. Какой тогда финал? Я уже говорил и продолжаю утверждать. Я по целому ряду признаков готов
говорить, что я не верю в перспективы и будущее украинской государства, вот этой вот Украинской республики, Второй республики 91 года. Много говорят о демографии, а тут особо много и говорить нечего. Демографическая ситуация такова, что вот то население, которое сейчас есть внутри страны, оно не жизнеспособно с точки зрения поддержания государства. По производительным силам, по количеству иждивенцев, ну, я сейчас без всяких негативных коннотаций. По зрелости, если говорить, если уже не про демографические средства, про зрелости элит и готовности рассматривать это место как место жительства своих детей. По состоянию экономики, по состоянию промышленности разрушенной, по состоянию инфраструктуры разрушенной, я не вижу никаких шансов на выживание. И никакой волшебник в голубом вертолете не прилетит. Планы Маршалла и подобные благоглупости и благочушь — это только для дураков, что называется. Максимум, что здесь сохранится, это четверть населения, обслуживающих аграрный сектор, выемку полезных ископаемых и логистику. Все. Что будет с остальными? Ну, если им повезет, выйдут. А уж что там будет потом происходить, я, в принципе, не знаю. Без завоза 5 минимум миллионов мигрантов, оно не жизнеспособно, просто некому будет работать и платить налоги. Даже с учетом вот этого вот купированной потребности в рабочей силе. А То есть никто не сможет. вы за мигрантов, получается? Я не за мигрантов. Я рисую картину так, как есть. Они не приедут сюда в массе. Не поедут Так они уже сюда. едут. Ну так, потому что сейчас им платят вдвое больше, чем местным платят. И то будем прямо говорить, слушайте, это пока не сотни тысяч, и даже не десятки тысяч, это тысячи пока. А вот так, чтобы это было 5 миллионов, а по демографической картине именно так и получается. Потому что если оставить то, как это есть сейчас, даже без фактора выезда людей, когда границы откроются, а когда-нибудь они откроются, к 30-31 году остается 6-7 миллионов работоспособного населения. А общее население миллионов 18. Это гораздо ниже черты выживания по производительным силам. Меньше 40% получается. Это не живая система. То есть 55 уже кризис считается. Если 55% населения это люди работоспособного возраста, трудоспособного возраста. 60 терпимо, 65 уже, 65 норма. Здесь меньше 40. Гарантированно просто взять смертность и рождаемость. Не улучшится рождаемость, чего бы и улучшить. Ну, чуть-чуть отскок будет, потому что война закончится. Когда-то же она закончится. Но люди выйдут. Скорее всего, люди репродуктивного возраста выйдут. И не вернутся в массе своей из Европы или откуда они там уехали. Поэтому 6-7 миллионов на 18 миллионов людей, которые трудоспособны будут. Это не рабочая схема. Поэтому нужно миллионов 5 мигрантов, а они просто не приедут в таком количестве. Ну, 100 тысяч приедет, ну, 500 тысяч приедет. Семьями, кстати. Ну и все. Это не решает проблем. Я не верю в жизнеспособность этой республики. Или какая-то новая должна совершенно перезапуск, переучреждение, если угодно, на совершенно других основаниях. Только кому это надо, по большому-то счету? Кто будет этим заниматься? И где на это деньги брать? Поэтому вот такой финал. Если посмотреть на это же, ну, на эту тему, только немножко под другим углом, зачем в такому по количеству народу такая по площади территория, которая записана в Конституции 91 года? Ну, по Конституции 91 года территория 607 или 608, я не помню, там тысяч квадратных километров, и население было 52 миллиона. Хотя сейчас видел публикацию, что на самом деле меньше. Да нет, перепись 89-го, по-моему, года, если не ошибаюсь, да, если не изменяет память. Или 88-го. 52 миллиона. Вот для 52 миллионов в самый раз, что называется. А сейчас, ну, найдутся другие, кому это будет интересно. Люди без сантиментов и рефлексий лишних. Они уже присутствуют в полный рост на Украине. В полный рост эти хозяева новые. Ресурсных сделок держатели, столетних сделок держатели, меморандумов качки коз держатели. Вот это все, они люди без лишних сантиментов. У них 1000 лет за спиной колониального прошлого и обращения с папуасами, этих джентльменов в пробковых шлемах. Поэтому не надо обманываться. Что ждет Россию тогда в таком случае? Потому что, давайте так,
есть теория, что по большому счету в этом может быть и задумка. Все сейчас рассказывают нам какую-то страшную историю о том, что сейчас Европа будет воевать с Россией, вот эти все дела, то есть мировая война. Но задумка, она следующая, максимально циничная, максимально прагматичная. Сделать из Украины то, ну, что мы с вами обсудили, когда будет плохо, а потом еще хуже, и бросить к ногам России для того, чтобы это высасывало ресурсы, высасывало все силы, и, соответственно, никогда не смогла Россия в понимании экономическом, прежде всего геоэкономическом, поднять голову. Как вы относитесь к такой теории? Мне кажется, это довольно странная история, довольно странная теория. Наверное, если предположить, что вот все это руинированное пространство, да, обезлюдившее еще ко всему прочему, и с довольно специфическим портретом среднего пересечного обывателя по части отношения к России и происходящему, наверное, это непростая история, серьезный вызов. Серьезный вызов. Другое дело, возможно ли такой контекст, возможно ли такие обстоятельства и развитие ситуации такого, чтобы вот все это пространство оказалось под Россией, под российским флагом, я сомневаюсь. Это в принципе невозможно, даже не по военной компоненте, даже в силу там хитроумных каких-то планов. То есть в любом случае, если, вот как я предполагаю, неизбежно вот эта спираль деградации приведет к декомпозиции этой территории, это именно декомпозиция будет. И часть окажется скорее там, где они были раньше. Заметная часть в Польше, например, окажется. Заметная часть окажется где-то еще в Венгрии, в Словакии, в Румынии. И заметная часть вполне возможно и в России окажется. Но надо понимать, что Россия – это мощнейшая энергетическая держава. Да, сейчас надо говорить, что, конечно же, война, санкции и контекст сильно влияют на экономику России. Те, кто расскажет, что Россия полностью преодолевает без проблем все обстоятельства эти, ну, это, конечно, полная ерунда, тут не прав. Но надо понимать, что если заканчивается фаза горячая конфликта, то, конечно же, найдутся деньги привести территории, которые гипотетически в силу тех или иных обстоятельств оказываются под российским флагом. Нет, не произойдет перегруза, скажем так, перенасыщения. Что не окажется это куском, который Россия не сможет проглотить или переварить. Вот абсолютно глубоко в этом убежден. Поэтому будем посмотреть, ну, вот так, чтобы вся территория Второй Украинской Республики, ну, по крайней мере, та, которая сейчас контролируется Киевом, оказалась в этом контексте. Я тоже не вижу такого развития. Скорее декомпозиция, там, в какой-то среднесрочной, долгосрочной перспективе. Ну, как-то мне так видится. Ну, это такие дела, скажем так, будущего, до которого доживут не все, к большому сожалению. Да, будущее имеет свойство наступать совершенно неожиданно. Да. Я помню, как я работал в парламенте Украины в 2002 или 2003 году. Это было уже сколько лет? Много лет назад. Мог ли я представить себе то, что сейчас происходит? И вроде бы, когда эти 26-й год? А вот он, пожалуйста, вот мы живем в нем. Я помню 14-й год, 12 лет назад на самом деле. 12 лет назад был переворот в Киеве, свержение Януковича. 22-й год, господи, уже там сколько лет-то прошло на самом деле. Поэтому нам кажется так, что вот 30-е, когда все это может разворачиваться в полной мере, то, о чем мы с вами сейчас говорим, вроде бы это какое-то будущее, какая-то футурология. Да эти 30-е наступят, вот. Упал, отжался, перевернулся, и вот уже 30-е, что называется. Поэтому, мне кажется, уже сейчас стоит задуматься об этом всем. Сегодня Булгаков родился. Еще один? Ну, тот самый, о котором нельзя говорить. Да я шучу. Мне можно. Слава богу, мне можно. В Киеве имеется в виду, нельзя говорить. Естественно, да. Да. Как вы оцените, скажем так, процессы, происходящие в этой сфере культурной в Украине, и будет ли ренессанс? Ну, то есть возрождение и... Возвращение к нормальности вы имеете в виду? Ну, к какой нормальности? Имеется в виду к пониманию, да, глубины литературы. В полной мере нет.
сопричастности с этим? Самое интересное, что Данил Гетманцев, по-моему, он, да, там, как бабка Ванга вещает, что мы живем, ну, имеется в виду Украина, да, живет в очередные, там, 18-19 год, имеется в виду 1918-19, да, со всеми ошибками и Центральной Рады, потом украинского государства Сагайдачного, там, Петлюры. Он где-то прав, и времена булгаковские в этом смысле довольно актуальны по-прежнему, да. Что до возвращения ренессанса нормальности, как я ее понимаю, называю, ну, время лечит. Любые травмы и, ну, будем говорить прямо, искажения, возникшие в силу вот этих вот очень специфических обстоятельств, когда большущую многомиллионную страну загнали в узкий коридор решений, и в узкий коридор, ну, скажем так, даже в узкое, маленькое, короткое прокрустово ложе, наверное, интерпретаций, когда жизнь и отношение к жизни, и расшифровка мироздания, точнее, упростилась до невозможности. Это практически катехизиса украинского радикального интегрального националиста. Это все проходит. Оно не жизнеспособно и долго жить не может. То есть остается историческая память, остается какая-то инерция, вот как, например, там вековечная нелюбовь поляков к России. Ну, как бы там вечный ресентимент и вечная неудовлетворенность проигравшей стороны, а еще и стороны, которая многие годы, десятилетия была фактически уничтожена, не существовала, потом возродилась. В этом смысле такие вещи остаются. Они навсегда меняют сознание. Да? И эта инерция сознания очень велика. Очень велика. Доводилось исследовать вопрос там, по инерции восприятия, политической культуры, ментальности, менталитета общественно-политического. Когда, например, на карте электоральных событий на Украине прекрасно прослеживалась граница, условно говоря, там, Новороссийской губернии или там степи, леса степи и остальной Украины, там, периода Гетьманщины, например, при этом прекрасно видны были австрийские границы. То же самое видно, например, по электоральным результатам в Польше по сей день, там четко видна граница 1914 года, в Румынии, где прекрасно тоже граница Австро-Венгрии просматривается. Все это сохраняется, ментальный след остается. И у этих событий, я бы назвал это события 91-го, какой-нибудь там 30-х годов, да, 1991-2030-х. След останется, неизбежно останется. Уйдет ли вся эта экстремальность, вся эта, ну, перегретость, вся эта искаженность? Конечно, люди не способны долго жить в таком состоянии. Не способны, общество не способно долго жить в этом состоянии. В этом смысле какая-то нормализация будет, конечно же. Конечно же, все экстремумы будут, ну, уйдут в прошлое. Но следы останутся, шрамы останутся, если угодно. Еще один вопрос, который я хотел бы вам задать. Он, ну вот приходит сегодня новость интересная о том, что во Франции в 4-5 раз выросли продажи и закупки, и спрос на респираторы, маски. Все это хантавирус, который сейчас гуляет по планете. Где-то там уже такое видели, правда? Ну, я надеюсь, что нет. Надеюсь, что все-таки это не оно. Так, а я хочу спросить, может, все-таки это оно? И вот смотрите, сейчас большая проблема, огромная проблема в Украине с ТЦК, вообще с природой ТЦК. Да. Но может к лучшему, сейчас опять будет пандемия, все переполошатся, и не будут тебя хватать и запихивать в бус, чтобы побояться заразиться хантавирусом? Что вы, они будут в прорезиненных костюмах бегать и хватать людей, даже не сомневайтесь. Да, я помню эту историю. Помните, как события 22 года, когда говорят, что закончили коронавирус. Все о нем забыли, да, после 22 года. Во-первых, уже есть заявления, да, медицинских профильных организаций, в том числе ВОЗ, о том, что все-таки не такая история, никакой тождественности с пандемией коронавируса нет, да, и вести об этом речь не стоит, да. Может быть, конечно, и пришло уже время снова нам становиться всеми экспертами, вирусологами, но я бы не торопился пока. А то, что
инерция, вот те самые шрамы, да, общественного восприятия, ментальной памяти, если угодно, сохраняется, конечно же. Вот эта реакция и ажиотаж во Франции тому лишнее подтверждение. Да, назовите мне кого-нибудь, кто, начав фиксировать одним глазом сначала новостные сообщения про этот самый круизный лайнер, а потом про то, что часть людей разлетелась, а то, что там кто-то умерший, а там что какая-то дезинфекция. Кто не подумал о том, что не приведи бог снова эта вся история с коронавирусом. А ежели там совсем немножечко медиа или лидеры мнений подтолкнут общественное сознание, легко ожидать новую истерию. Но она все-таки должна быть подкреплена реальными событиями по части здравоохранения. Пока этого нет. И слава богу, что называется. Ну, тем более там же американцы вышли из Всемирной организации здравоохранения, другие страны, и там по-другому сейчас это все выглядит, поэтому чисто аппаратно, наверное, да, я здесь с вами соглашусь. У вас на футболке написано «Возвращайся», но куда понять сложно. В храм, Домой. в храм, да. Все-таки в храм возвращайся в первую очередь, да. А вот туда пока я не готов, что называется. И вам не советую. Да, друзья, наоборот, советуем, конечно, следить за всей информацией, которая поступает. Всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Подпишитесь на Михаила. Телеграм, Ютуб, как всегда. Михаил, спасибо большое за время. Вам спасибо. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.